Зачем владельцам ТВ-бокс нужен 5-гигагерцовый Wi-Fi? Да, в принципе, и владельцам смарт-телевизоров в том числе. Очень простыми словами на канале Технозон. Поехали. Привет, друзья! Дело в том, что сегодняшняя тема назревала очень давно, и очень многие до сих пор пользуются вот такими вот старыми 2,4 гигагерцовыми роутерами и считают, что вот ничего им другого не нужно. Но при этом регулярно заходят в чаты канала Технозон и говорят: ребят, а у меня там при просмотре торрентов что-то тормозит, а вот у меня YouTube 4К тормозит, и вроде бы и с кабелем HDMI все в порядке, подключение отличное, с жесткого диска все шикарно воспроизводит, но онлайн я смотреть не могу. Либо в HD видеобокс какие-то проблемы. Спид-тест у него показывает 100 мегабит, но при этом вот оно что-то там вываливает, начинает фризить, тормозить, и ничего у человека не работает. На самом деле начинаем копаться и докапываемся до сути, что у него какой-то там старый 2,4 ГГц роутер. И, казалось бы, работает неплохо, и вроде бы и скорость дает нормальную, но что происходит, мы с вами разберемся. Для чего нужно 5 ГГц, и будем это делать очень простыми словами: минимум технички, максимум информативности. С чем связано потребление людьми вот этих вот вшивых роутеров 2.4? Я их действительно называю вшивыми. Дело в том, что зачастую они им достаются операторские, эти роутеры. То есть у нас есть такие, там выдают сами провайдеры, провайдеры. Либо они получают их по акции там за 1 рубль, за 1 копейку, за 1 гривну, за $1. Неважно, в какой вы стране находитесь, такое тоже есть. Либо идут в магазин, им навешивают продавцы, потому что я лично был когда-то в Цитрусе, и мне продавец-консультант говорит: вот Xiaomi Mi Box, TV Box, да? Я говорю: а какой роутер вы к нему посоветуете? Говорит: а вот классный TP-Link, там 4 антенны, но 2,4. Я говорю: ну как так? Говорю: Mi Box плохо работает с 2,4. Он говорит: вы ничего не понимаете. Говорит: этот роутер, видите, здесь написано 300 мегабит в секунду, он 300 мегабит в секунду может давать. Говорю: ничего, что это немножечко неправда. Ну да ладно. И многие считают, что 5 ГГц это неоправданно дорого, и это нечто большое. Ну, например, посмотрев мой обзор на вот такой вот Wi-Fi 6 роутер, который работает в 5 ГГц, можно, конечно же, испугаться. Это Xiaomi AX3600, есть обзор на канале, есть роутеры поменьше, подешевле, есть роутеры совсем дешевые и в 5 ГГц в том числе. Но начнем немножечко с полемики. Я вам объясню, в чем вопрос. Первое. Скорость, которую пишут на роутерах 2,4 ГГц в виде 150 мегабит, 300 мегабит, это не скорость самого роутера. Это не скорость, ту, которую он выдает при подключении, допустим, к 1000 мегабитному LAN. Нет. Это суммарная скорость всех устройств в сети. Максимально возможная суммарная скорость. То есть, если теоретически туда подвесить 10 устройств, и он будет подключен к 100 мегабитной сети, к 1000 мегабитной сети, хотя 2,4 роутеры чистые не поддерживают 1000 мегабитный LAN зачастую, то о каких 300 мегабитах может идти речь? Нет, это connection speed. И он ни о чем не говорит. Например, если у вас будет роутер 2,4 ГГц на connection speed 150 мегабит написано, то максимально на одном устройстве, что я видел в среднем, это 80-70 мегабит, то есть порежет в 2 раза. В 2 раза. А если вы начнете туда подключать еще какие-либо устройства, то эта скорость еще больше упадет. Но мы подбираемся к главному. Мы с вами подключили сейчас TV Box TOX 1. У него очень хороший 2,4 ГГц Wi-Fi. И мы посмотрим наглядно, что же не так с 2,4 ГГц. А потом мы поймем, что так с 5 ГГц. Вот так вот. В принципе, ссылочки на обзоры роутеров 5 ГГц достаточно бюджетных есть в описании под видео. Мы их обозревали, мы их, в принципе, рекомендуем. Бюджетные решения я имею в виду. Ну и, конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. А сейчас и говорим халабанг, ребята. Это же бубульгум. Поехали. Смотрите, мы на TOX. Для начала мы с вами проведем спид-тест. Мы подключены к вот этому самому Netis старенькому 2,4 ГГц. И это будет действительно неплохой вариант. Вот, давайте. Вот тесты были уже 65 мегабит, 62, 70 мы делали.
сделали. Вот сейчас мы видим почти 70 мегабит, даже больше, 75, 76. Это класснейшие результаты, ну, по крайней мере, 79 даже, 80. TOX выжимает из роутера 2.4. У TOX очень неплохой Wi-Fi модуль, там Two-to-2 Wi-Fi, разделенные антенны, даже на 90. То есть можете себе представить, да, насколько это все классно должно работать. Должно в теории. Но теперь мы с вами идем и смотрим через Wi-Fi анализер, что же происходит на частотах 2,4 ГГц. Если вы живете в многоквартирном доме, кстати, это вот вы сейчас видите картинку, это роутеры того места, где я нахожусь. Если вы живете в многоквартирном доме, то у вас может быть вот такая вот картинка. И вот это вот основная проблема 2.4 роутера. Дело в том, что диапазон покрытия 2.4 роутеров достаточно велик. Он больше, чем, допустим, радиус одной квартиры стандартной трехкомнатной до 100 квадратных метров. И вот мы видим даже вот здесь вот у нас есть вот Wi-Fi анализер, он у нас показывает сети, которые у нас есть, и показывает до них примерное расстояние, и показывает, на каком канале они. То есть мы видим, что у нас уже есть здесь Artel и TP-Link, которые находятся на одном канале. Если мы перейдем с вами в раздел каналы, то мы увидим вот такую вот картину. Вот, мы видим, что у нас всего лишь свободных там несколько каналов, вроде бы все хорошо, можно куда-то подключаться, но давайте мы посмотрим, что будет происходить дальше. Есть у нас таймлайн график, который показывает на таймлайне мощность, и вроде бы все вот сейчас, вот знаете, отлично идет, ровная полоса, все хорошо. Но вы начинаете смотреть кино. Да, и начинают смотреть кино другие роутеры в 2.4, то есть включили свой ТВ-бокс и начинаете смотреть. Все ровно. Если роутеров больше, то они начинают делить Wi-Fi. И начинают делить Wi-Fi очень сильно. Я имею в виду Wi-Fi каналы, да, каналы, которые... Оп, смотрите, что у нас начинает происходить. У нас начинается свистопляска. Роутеры начинают делить с друг другом диапазон. И в том числе, если мы сейчас с вами перейдем на картинку с каналами, то картинка с каналами уже другая. И она в 2.4 диапазоне будет динамически меняться. То есть они будут прыгать с канала на канал и будут делить эти каналы. И вот именно в эти моменты происходит просадка мощности роутера. Ну, мы видим, наш, конечно, он стоит прямо рядом с нами. Я его специально не удалял, чтобы наглядно вы видели, да. То есть в эти моменты люди, которые сидят на том же TP-Link и Artel, они получат фризы в видео. То есть, ну, роутер просел, перешел на другой канал, у нас прервался поток, да, буквально на миллисекунду, допустим, для торрент трафика это уже трагично. Либо для какого-нибудь 4К фильма онлайн это уже трагично. То есть он в любом случае получит фриз. Если мы с вами перейдем в каналы, то есть мы видим, что у нас картинка действительно другая. Вот если мы выберем каналы для текущей точки доступа, то у нас уже сузилось количество свободных каналов. И, допустим, пришли люди с работы, начинают мучить свои роутеры, и вот их здесь просто мало. Их здесь действительно мало, там, где у нас студия, их маловато. Для того, чтобы показать всю причину, всю трагичность. Поэтому сейчас вы видите картинку, как это происходит у меня дома. Это многоквартирный дом. То есть я это все делаю на смартфоне. Вы сейчас наблюдаете, как эти каналы делятся. Это просто трешачок. И вот в эти самые моменты у нас есть просадка потребления трафика. А теперь давайте еще смоделируем. Дело в том, что 2.4 диапазон, вот очень простыми словами, давайте без какого-нибудь вот пафоса, я вам скажу. В 2.4 у нас каждое следующее устройство будет резать трафик, грубо говоря, пополам. Вот совсем пополам. Не трафик, а скорость. Вот, смотрите, опять свистопляска пошла. Та-дам! И опять у тех, тех, кто смотрел фильм какой-нибудь на торренте, опять мы попрыгали по каналам. Видите, у нас опять изменилась ситуация с каналами. Опять у нас каналов стало, вот все хреново с каналами стало. И это, заметьте, свистопляска с каналами, это еще немного роутеров. То есть мы с вами имеем в сети вот всего лишь вот так вот. А когда они нахлестывают друг на друга, и вот эта вот проблема, когда они своей мощностью начинают дубасить, тут еще знаете в чем вопрос. Дело в том, что, вот как бы это все объяснить очень простыми словами. Дело в том, что те пакеты, которыми обмениваются роутеры,
им по сути, откровенно говоря, все равно. Роутер видит чужой пакет, он его сначала берет, обрабатывает, потом откидывает как не свой. И вот эти вот моменты, у нас обновилось, давайте пойдем каналы посмотрим. И каналы опять поменялись, они начинают делить каналы, видели, прямо на глазах. Опять поделили каналы, опять у нас здесь свистопляска, все мы видим, да, опять свистопляска. И опять у нас хреново работает контент онлайн. То есть если мы, допустим, подключим к этому роутеру сейчас 3-4 устройства, и каждый на нем будет что-то делать, кто-то в соцсетях, кто-то YouTube, кто-то этот, то там вообще будет сразу резаться скорость. Давайте мы подключим сейчас, допустим, устройство еще одно к этому же роутеру. Давайте подключаем. Я подключаю еще один смартфон к этому роутеру. То есть вы поняли, да? Мы потом немножко с вами позже вернемся к Wi-Fi анализеру. Мы подключим сейчас смартфон к Netis. И люди зачастую жалуются очень сильно. Вот, у меня же роутер 300 мегабит там показывает. Да нет, ребят, 300 мегабит это все полная чушь. Вам главное понять принцип того, что происходит при работе вашего ТВ-бокса в 2,4 диапазоне. Все, мы подключили два устройства. И, например, кто-то у вас в сети смотрит ютубчик. Включили обыкновенный YouTube 1080p, ничего сложного. А на втором мы включим Facebook Watch, например. И будем там лазить в Facebook Watch. Да? Все, у нас пошло. Мы опять же на этом с вами роутере начинаем, включаем спид-тест, стартуем. И вот сейчас вот при той свистопляске, которая там есть сейчас, у меня, тадам! Пошла прыгать скорость. Он стартанул хорошо, упал вниз, то есть у нас появился джиттер 8 миллисекунд. Это, вот видите, опять он начал гулять. При этом, что у меня подключены два смартфона, есть еще вот у меня подключен ноутбук, он просто подключен, он ничего не делает. В облаке там что-то у него происходит. Но при этом трафик у нас поделился, и у меня он подключен к 1000 мегабитному ламу. Вот мы имеем результат. Я не говорю, что конкретно у вас будет вот так же трагично, как здесь. Здесь мы дали дополнительную нагрузку видеоконтентом, но роутер не способен даже в пределах 100 мегабит обеспечить нормальный connection speed, потому что Facebook Watch это 720p, порядка 8 мегабит, и вот этот вот YouTube 1080p это порядка 12 мегабит. По сути, суммарно это должно было упасть там до 60, до 65, а не так, как мы с вами увидели. Но давайте справедливости ради я скажу, что это старый роутер 2.4 и у него connection speed общий 150, но теперь я вам объясню, для чего нужен 5 ГГц Wi-Fi. Во-первых, в 2.4, вот мы тоже опять не будем в каналы влазить, да, там в 2.4 меньше каналов, в 5 ГГц больше, нет, я вам объясню это все проще. Все есть очень просто, есть этому всему простое объяснение. Мы, во-первых, подключим сейчас наш TOX на 5 ГГц Wi-Fi. При этом, кстати, на очень-очень бюджетный, это Tenda AC10, очень моя старая Tenda, которая уже почти 2 года работает у нас на тестах ТВ-боксов. И она себя показывает действительно неплохо, и стоит она очень дешево. А что же происходит в 5 ГГц? Во-первых, 5 ГГц имеет меньший радиус покрытия и примерно покрывает среднестатистическую квартиру до 80 квадратов. Худо-бедно. Поэтому роутеры не перекрывают друг друга, как 2.4, который может на полдома дубасить свой сигнал. Это раз. Во-вторых, в 5 ГГц намного меньше роутеров. И я вам сейчас это покажу. Я сейчас зайду в тот же самый Wi-Fi анализер, и мы с вами вот выберем 5 ГГц и сидим ждем. И мы видим здесь одинокий, вот, кстати, мы по мощности видим, что он меньше, да, намного меньше выдает мощность. И мы видим, что он здесь одиночка. Почему он одиночка? Это не значит, что здесь в доме нет больше 5 ГГц. Это значит, что мы просто можем их не видеть в силу того, что они работают конкретно на покрытие своей квартиры. Плюс общая пропускная способность, суммарная скорость, давайте начнем, вот назовем это так, минимум 867 мегабит.
которую дают роутеры даже самые дешевые. Это значит, что суммарная скорость ваших устройств будет максимально 867 мегабит. И плюс зачастую нормальные Wi-Fi роутеры 5 ГГц поддерживают 1000 мегабитный LAN. А это значит, что при покупке тарифа у вашего провайдера выше 100 мегабит вы получите максимальную скорость, которую может обеспечить ваш роутер. И это отлично. То есть это отлично. Если мы перейдем с вами сейчас в каналы, мы увидим, что здесь намного больше каналов. Здесь в частности от 36 до 165. Вот у меня сейчас. И они все абсолютно свободные. Если для новой точки доступа брать, то они тоже абсолютно все свободны. То есть вы можете свободно пользоваться. Вот он, один мой роутер. Пожалуйста, мы пользуемся. И у нас минимальная задержка. Это тоже очень простым языком, не вдаваясь в техничку, специально для моих подписчиков, которые меня вечно ругают за то, что я чем-то матюкаюсь, как они говорят в кавычках. И вот он, мой роутер будет стабильно, спокойно работать. И вы включаете Wi-Fi. Вот давайте я вам сейчас скорость покажу. Это на дешевом роутере 5 ГГц. Я вам сейчас покажу скорость, которую он выдает. Вот вы помните, да, что у нас было на 2,4. Я вам показываю скорость. Вы смотрите на дешевом AC, вот на дешевой Tandy AC10 мы с вами получаем 260 мегабит. И уже здесь мы можем включать в той же сети дополнительно смартфоны и YouTube, и плюс еще один торрент онлайн, плюс я не знаю, что еще, можно хоть торрент параллельно ставить на закачку, вы спокойно сможете этим пользоваться, при условии, конечно, если у вас выше 100 мегабит. При этом я советую 5 ГГц ставить даже при раскладе, если у вас меньше 100 мегабит. Просто суммарно, вот вы видели, да, пример, у нас 100 мегабитный LAN WAN на вот этом нетисе старом, 100 мегабитный WAN, в него входит 100 мегабит, а 100 мегабит он реализовать не может по сути. Да, есть такие, которые реализуют, но опять же, та же дележка каналами убивает стабильность этих 100 мегабит просто в ноль. Вот просто в ноль. И 5 ГГц в данном случае это выход из ситуации, когда у вас есть 100 мегабит, но нужно взять максимум от этих 100 мегабит. Для этого тоже нужен 5 гигагерцовый LAN, вернее 5 гигагерцовый роутер. Не знаю, насколько вам будет полезно с точки зрения дилетантского объяснения, то есть я вот объяснял вот на уровне дилетанта сейчас, я мог бы сейчас влезть и в технологии, и в стандарты, и в каналы, и в частоты. Кстати, по ширине диапазона, то есть 2,4 ГГц, это у нас максимально 40 МГц, да, выдает 24 ГГц, а Wi-Fi 5 на 5 ГГц выдает до 60 МГц, и плюс Wi-Fi 6, это уже новый стандарт, выдает до 160 МГц. И там, например, у меня по Wi-Fi, при поддержке Wi-Fi 6, в частности мой смартфон, до 900 мегабит выдает через Wi-Fi. Это вообще сумасшедшие цифры. Я не знаю, кому они на текущий момент такие нужны, но такое есть, это уже есть. Поэтому, ребят, 5 ГГц для владельцев ТВ-боксов, для владельцев смарт-телевизоров необходимо. Если вы хотите смотреть онлайн-торрент, если вы хотите смотреть онлайн-контент, если вы хотите смотреть YouTube 4К 60 FPS онлайн, то 5 ГГц необходимо. Бюджетные роутеры, ссылки в описании. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Я старался очень простым языком все это изложить для вас. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.